Всем привет и добро пожаловать на обзор Кубка мира по скалолазанию в дисциплине болдеринг, который прошел в Швейцарии. Сейчас мы посмотрим на женские полуфиналы, какие там были трассы, и после этого уже перейдем к обзору финалов. Первая трасса. Она оказалась одной из самых простых, и на ней было 15 топов из 20 участников. Динамичное первое движение, с которым почти ни у кого не было проблем. И дальше аккуратное, красивое и силовое лазание, в основном по активникам. Что достаточно странно, потому что в последнее время крутят большие зацепки, чтобы было более зрелищно. Именно поэтому на большие синие рельефы накрутили маленькие зацепки, чтобы трасса сохранила свою уникальность. Обратите внимание на дубль, который будут делать сейчас девушки. Ставят правую ногу, после чего одновременно перекидывают руки правую направо и левую тоже направо. При этом Андреа Кумен делает с носка, и у нее получается достаточно сильный маятник, но Фанни Жубер садится полностью на пятку, опускает колено вправо и делает почти статично. То есть очень аккуратно, маятника никого не образуется. Таким вариантом сделать дубль более технично и рационально. И мы переходим на вторую полуфинальную женскую трассу. Она расположилась на вертикали, небольшой лежачий угол. Именно из-за этого получается сделать такое интересное движение. Нужно встать на очень плохой ноге и перевалиться на левый большой красный рельеф компании Flat Hold. При этом руками придерживаться не за что, поэтому здесь очень важно в момент вставания создать вектор к стене, чтобы когда вы делали движение, вектор был к стене и на красный рельеф. Сумма векторов позволит вам аккуратно встать на рельеф и вас не откинет. После чего зона и аккуратный долаз по очень плохим маленьким зацепкам. У многих участниц полуфинала здесь была проблема, но при этом 16 топов, самая простая трасса. Еще на что стоит обратить, это то, как девушки финишировали. Кто-то выдавливался аккуратно статично, скорее всего те, кто верили в ногу, а те, кто падали перед этим и меньше доверяли своей ноге, пытались как можно быстрее взять финиш. Третья женская трасса, и пролезла ее только одна участница полуфинала, это Яня Гарнберт, Словения. Она была фаворитом этих соревнований. Посмотрим на ее пролаз. Обратите внимание, что на часах 3:30 она успела сделать две попытки, они были не очень продуктивны, и третья попытка на видео. Несмотря на то, что трасса оказалась самой сложной в полуфинале, 10 девушек смогли долезть до зоны, и в основном все падали со следующего перехвата. Нужно было взять большой флэт-холд рельеф, и после этого никто не мог сделать перехват на финиш, потому что рельеф большой, его тяжело загрузить. Пытались подцепить носочек, положить пятку, ни у кого не получалось. Яня поставила ногу на пирамидку и легко встала на финишный рельеф. У них достаточно хорошее трение, но при этом они большие, их действительно трудно держать. Приходится напрягать все тело. Но мы переходим к последней, четвертой женской полуфинальной трассе. На ней всего лишь было два топа, чуть больше, чем на третьей. Натали Гроссман и Яня Гарнберт, две участницы, которые смогли финишировать. Посмотрим, как Яня сделала перехват. Чтобы сдвоиться, на пассиве необходимо центр тяжести сместить направо, иначе сразу с него слетишь. Она делает пого направо, и когда нога достигает крайнего правого положения, сдваивается и выпрыгивает налево. Это помогает как можно лучше себя скоординировать и легче допрыгнуть. После этого очень смелый финиш, и Яня пролазает эту трассу с первой попытки, а Натали Гроссман с четвертой попытки. Клаймблок. Персональные тренировочные планы для скалолазов от меня. Futaba Ito, Andrea Kumin, Dasha Gale, Oriane Bertol, Natalia Grossman. Janja Garnbret is the Olympic champion, gold medalist, and we think the fight might be between those two athletes. Ну а мы переходим к женским финалам. Итак, на старт выходит Футаба Ито, 19 лет, Япония. К сожалению, Миха Нанака не прошла в финал, очень обидно, хотелось бы ее видеть в финале, но тем не менее. Принимает стартовое положение, запрыгивая сразу на рельеф, прошу обратить внимание, довольно сложным вариантом. Вообще, трасса достаточно сложная, как для чтения, так и для пролаза. Очень много вариантов может быть, сразу не понимаешь, для чего все эти рельефы, как правильно лезть. Именно поэтому это одна из причин того, что в трассу залезла только одна спортсменка. Как по мне, первая трасса должна быть попроще и более зрелищной, а последняя держать в накале. Разными вариантами пробует дотянуться Футаба Ито, не получается левую ногу поставить на flat hold, именно поэтому она лезет другим вариантом, сначала упирается в зону, а только после этого перекидывает ногу. И это правильный вариант.
Благодаря тому, что она распирается правой рукой и вжимает себя в стену, у нее получается перенести ногу. Когда она пробовала тянуться левой ногой в предыдущей попытке, она держала рельеф. Чтобы он работал, необходимо центр тяжести держать правее этого рельефа. И как только центр тяжести чуть-чуть уходит налево, в тот момент, когда она тянется ногой, ее начинает выкидывать с этого пассива, и она падает. Тем временем долезла до зоны, очень много времени находится на рельефе, левая рука постоянно нагружена, думаю, что магнезия потихоньку уходит, лимфа начинает просачиваться. Это еще одна из причин, почему спортсменкам и спортсменам трудно выступать в финалах, потому что кожа становится сильно меньше, чем в квалификации, и держать зацепки бывает порой больно или даже невозможно. Андреа Кюмен запрыгивает интересным вариантом через стену. По новым правилам соревнований теперь можно использовать стену для принятия старта. Вжимается правой рукой в красный рельеф, после чего пытается перенести левую руку на зону. Не совсем понятно, почему упала, скорее всего, потому что пыталась подцепиться носком, а не вдавиться в рельеф. И это ее лучшая попытка. Сташа Гея на трассе также пытается разгадать правильный расклад. Достаточно много времени проводит на трассе. Получается опустить ноги вниз, слишком быстро берет пассив, надо поаккуратнее. Здесь она заложила правую ногу, чтобы сдвоиться, после чего левую ногу отводит левее, чтобы большим весом грузить рельеф. Такой вариант тоже не получается, и зону она не взяла. Ариан Бертон на трассе номер 1 легко принимает стартовое положение, разбегаясь по стенке и прыгая на стартовые ноги. Здесь, обратите внимание, она пытается подцепить левым коленом, соскальзывает, и у нее потекла кровь, поэтому несколько минут потратила на то, чтобы замотать ногу пластырем. Пробует разные варианты. И основная задача — это спустить левую ногу вниз, на черный рельеф, чтобы можно было упереться правой рукой в следующий красный рельеф, но время стекает и пролезть трассу не получается. Предпоследняя участница финала, Наталья Гроссман, очень много попыток тратит, чтобы допрыгнуть. Достаточно низкая участница, ростом 1,62 м, пробует разные варианты. И спустя 1,5 минуты догадывается, что можно разбежаться и оттолкнуться от стены, легко принимать стартовое положение. Пытаясь опустить левую ногу вниз, не получается, поэтому пытается пролезть через верх. Правую ногу поднимает на красный рельеф, чтобы легче было опустить левую ногу. И теперь важно дотянуться до самореза, после чего уже можно будет поднять правую ногу на красный рельеф обратно, чтобы правой рукой можно было распереться, дотянуться левой рукой до зоны и перенести ноги налево. Как только дотягивается правой рукой до красного флетхолда и упирается в него, получается перебросить левую руку на зону, после чего распирается, меняет ноги и поднимает левую ногу. Абсолютно правильный расклад, который, наверное, задумывали подготовщики, после чего дотягивается левой рукой, предварительно помагнезившись. И здесь вторая проблема. Нужно поставить левую ногу на зону. А если поднимаешь левую ногу на зону, то нужно будет правую поставить на черный рельеф. Недостаточно сильно толкается, остается еще 1,5 минуты, пробует еще одну попытку и, к сожалению, неудачная попытка. Последняя участница финала, Яния Гарнблет. 23 года, рост 164, легко принимает стартовое положение, но, к сожалению, двумя ногами она касается только одной из половин стартовой зацепки, так как зацепки соединены, но друг на друга не накладываются. Это значит, что это две разных зацепки, и поэтому надо одну ногу поставить на одну половинку, а вторую ногу на вторую. Судья ее останавливает, делает перестартовку. Здесь Яня делает так же, как и другие участницы, поднимая правую ногу на красный рельеф, чтобы левую спустить вниз. И, не используя пятку, обе ноги спуская вниз, упирается сразу в красный рельеф. Левую ногу немного подвигает влево, чтобы было более удобно выдавливаться, дотягивается до зоны, после чего сдваивает ноги и поднимает левую ногу на красный flat hold. Даже не используя прихватку, сразу берет предтоповую зацепку. Здесь не видно, но она поднимает левую ногу на зону, правую ногу в распор и аккуратно дотягивается без прыжка. Результаты прохождения после первой трассы. Сразу хочу предупредить, картинка со второй трассы. После первой почему-то нам не показали. Яния Гарнблет лидирует, у нее один финиш со второй попытки. Наталья Гроссман вторая, Фатоба Ита третье место, Андреа Кюмен четвертое, Сташа Гея пятое и Ариан Бертон шестое место. Очень интересная трасса с классным первым движением. Достаточно сложно, потому что трасса находится на сильном нависании, и когда ты просто прыгаешь налево, как делает это Футаба Ита, тебя начинает выкидывать зацепки. Но как только появляется вектор к стене, то есть ты прыгаешь на зацепку, и при этом у тебя есть вектор, который тянет тебя к стене, у тебя получается удержать рельеф.
На последних попытках понимает, как правильно делать Футаба Ита, но времени не хватает. А на старт выходит Андреа Кюмен. На таких движениях, как правило, требуется несколько попыток пристреляться, потому что движение не только силовое, но еще и координационное. Очень хорошо допрыгивает, левую ногу выносит ближе к стене, берет зону, и дальше остается вторая сложная часть. Зона является достаточно хорошей зацепкой, на ней можно немного отдохнуть, собраться силами. Левой рукой очень плохой мизерок, правой рукой можно продержать рельеф и дотянуться до активника, который находится на рельефе желтом. И здесь, как по мне, Андрея совершает ошибку, очень высоко закидывает пятку на плохой мизер, хотя могла закинуть к руке, ниже на щипок, вариант намного лучше. Меняется, теряет ногу. И здесь еще одно ключевое, очень трудное движение, нужно выдавиться, правую руку поставить в упор и поставить левую ногу так, чтобы она не соскочила. С большого серого рельефа ноги соскальзывают из-за того, что они больше грузятся не перпендикулярно рабочей плоскости, а по касательной. Важно правильно найти положение, где бы нога хорошо стояла. Также обратите внимание на правое плечо. Оно недостаточно сильно притягивает спортсменку к стенду. Помимо этого, пальцы должны быть максимально перпендикулярны к стенке. Тогда плечом участница будет себя намного сильнее вдавливать и легче финиширует. А на трассе Сташа Гея пробует первый вариант притянуть себя ногой, не подходит, поэтому пытается прыгнуть сразу с двух ног. Обратите внимание на продуктивные попытки, когда у нее получилось удержать рельеф. Она притягивает себя тазом, а потом еще ноги выкидывает к стенке, чтобы когда таз уже пойдет от стены, ноги все еще имели вектор движения к стене. Также берет зону и отдыхает, собираясь силами. У Сташи довольно силовое лазание, поэтому довольно легко пролазит первую часть трассы. Правильно закидывает пятку, как по мне. Так намного комфортнее, она хорошая. Тут стоит напомнить, что у Сташи травмировано плечо, и ей, наверное, такие движения достаточно страшно делать, поэтому это была ее лучшая попытка. Финиш она не потрогала. Ариана Бертон несколько попыток потратила, прыгая на одну руку. Этот вариант бесполезный. На одной руке такой маятник невозможно удержать. А вот на две руки получается спустя 2,5 минуты. Тут она делает еще одну ошибку из-за того, что у нее левая нога подклинена. Не получается дотянуться до желтого рельефа. Нужно либо отпускать колено, придерживая серый рельеф, дохватываться до желтого, либо перекинуть ногу направо, еще правее, чем сейчас у нее находится нога. И тогда получится дотянуться. Подлазя к зоне в следующий раз, она совершает ту же самую ошибку, очень долго мнется на зоне, потом понимает, что надо поставить правую ногу, но сил уже не хватает, чтобы дотянуться, опять подклинивает колено, пытаясь хоть немного отдохнуть, но на болдеринге обычно такой вариант не помогает, отдыхать не получается на трассе. А вот Натали Гроссман почти удержалась на одной руке, но при этом, обратите внимание, левой рукой она в противовес упиралась, чтобы еще сильнее себя выкинуть. Но на две руки совершенно легко допрыгивает, берет зону. Так же, как и все участницы, подклинивает левую ногу. Также, обратите внимание, убирает левое колено, чтобы дотянуться до желтого рельефа, то есть с маятника дотягивается. После чего закидывает правильно пятку. Упирается правой рукой в черный рельеф и посмотрите, куда она ставит левую ногу. Точно так, чтобы получилось давить перпендикулярно в серый рельеф, из-за чего нога не соскальзывает и легко принимает финишное положение. Последняя участница на второй женской трассе — это Янник Гарнбет. Вы можете написать в комментариях, как много попыток ей потребуется, чтобы залезть в эту трассу. Думаю, ответ очевиден. Это одна попытка. С первой попытки допрыгивает, очень легко дотягивается до желтого рельефа, долго не отдыхая. Поднимает обе ноги на зону, чтобы легче было подставить правую руку в упор. Левую ногу ставит так же, как и Натали Гроссман, и легко принимает финишное положение. По результатам двух финальных трасс Янник Гарнбет лидирует. 2 топа, 2 зоны, 3 попытки. Наталья Гроссман занимает 2 место, Андреа Кюмен 3, Сташа Гея 4, Ариана Бертон 5 и Футаба Ита 6 место с 1 зоны на первой трассе. А на трассу выходит Футаба Ита. Подготовщики задумывали здесь очень интересный расклад. Нужно было развернуться лицом к зрителям во время движения с
сине-желтой зацепки на черный рельеф, то есть участница ставит правую ногу на желтую зацепку и, разворачиваясь лицом к зрителям, одновременно с этим надо было упереться в черный рельеф. Но таким раскладом почти никто не полез. В итоге нашли несколько интересных вариантов, в котором получилось обмануть трассу. Одним из них Футаба Ита. У нее получилось сдвоиться ногами на этой маленькой желтой зацепке, после чего аккуратно соскользнула на черный рельеф. И после этого участниц ждет еще одно очень сложное движение. Нужно взять желтый рельеф руками, сдвоиться и перебросить правую руку на зону. Желтая зацепка достаточно плохая, она хорошо работает, когда тело откинуто влево. Но как только центр тяжести перемещается направо, зацепка перестает работать и участницу выкидывает с нее. И остается 2 секунды, успеет ли она финишировать. Очень быстро долазает трассу, но, к сожалению, не засчитывают ей финиш, потому что зацепку она взяла после того, как на секундомере было 0 секунд. Следующая участница Андрея Кюмен. Без каких-либо проблем подлазает к первому ключевому движению, встает на желто-синюю зацепку и теперь нужно поменяться, она прикрыта. Но Андрея делает очень интересный вариант, она не меняется, а шагает в крест, после чего спускается руками на черный флэт-холд. И после этого нагрузка уже на ноги чуть меньше, потому что руками разгружает себя и легко меняет ноги. Обратите внимание, что леггинсы у Андрея замагнежены, это делается специально, чтобы не брать с собой мешочек, а можно было просто помагнезить руки непосредственно на трассе. Как оказалось, для многих спортсменок это движение стало ключевым. Аккуратно раскачивается и дотягивается. Обратите внимание, тело находится как можно левее. Все это нужно для того, чтобы рельеф грузить перпендикулярно рабочей плоскости, то есть влево вниз. У Андрея остается довольно много времени, еще 2 минуты. Без каких-либо проблем допрыгивает. Разворачивает очень сильно. Такие движения достаточно травмоопасны для плеча. Я сам так травмировал плечо пару лет назад на чемпионате России. И стараюсь такие движения не крутить, не делать, потому что когда спортсмен выступает, он прикладывает максимальное количество усилий и не думает о том, травмируется он или нет. Поэтому я считаю, травмоопасных движений должно быть как можно меньше, даже потенциально травмоопасных. А на трассе Сташа Гея также без проблем подлазит к первому трудному движению. Пытается сделать, как задумали подготовщики. Но этот вариант оказывается достаточно сложным, поэтому шагает в крест. Остается 2 секунды и зону не берет, к сожалению. Это была и лучшая попытка. Пока Ариан Бертон лезет в трассу, я немного расскажу вам про квалификацию. Подготовщики и организаторы соревнований решили немного изменить правила и при этом никому не сказали об этом. Ни тренерам, ни участникам соревнований. Оказалось, что когда они переходят в зону разминки, там они могут посмотреть фотографии трасс, потому что спортсмены заходили в зону изоляции в разное время, поэтому у них было неравное время на просмотр этих трасс. Также многие спортсмены написали претензию в IFSC, Международную Федерацию скалолазания, о том, что это недопустительно и неправильно. И я с ними согласен, ведь в скалолазании самое интересное то, что спортсмены выходят на трассу, которую они еще не видели и не знают, как лезть. Они не могут к ней подготовиться в зоне изоляции, попробовать похожие движения, и в этом весь интерес скалолазания. Ты не знаешь, что тебя ждет. Тем временем Ариан Бертон удачно переставила правую ногу на большой черный рельеф, сдвоилась, перешла на зону. Осталась самая простая часть, это прыгнуть левой рукой на подхват. Во время прыжка, обратите внимание, правую ногу выставила, чтобы ее до конца не развернула, бережет свое плечо и легко финиширует. Наталья Гроссман принимает стартовое положение на третьей женской трассе. Сразу же встает на правой ноге без проблем. Также пытается поменять ноги, как и Ариан Бертон. К сожалению, не показали попытку, но видно было, что не получилось. И делает жесткое падение руками на рельеф. Именно про это я говорил, довольно травмоопасно, большая нагрузка на кисти и можно легко травмироваться, после чего меняет ноги. Также получается дотянуться аккуратно, тело держит как можно левее, чтобы не открыло. И еще левой ногой упирается в стенд, чтобы разгрузить правую руку. Сдваивается и дотягивается до зоны. Остается еще почти 3 минуты. Прыгает левой рукой в подхват и правую ногу выносит направо, чтобы не раскрывало. Более безопасный вариант получается прыжка. И финиширует. Последняя участница на третьей женской финальной трассе — это Яня Гарнберт.
Еще перед тем, как полезть в трассу, мне было интересно, каким вариантом она полезет. Полезла силовым, почему-то не сомневался. Упала руками на черный рельеф, после чего, как мы уже знаем, довольно просто менять ноги. Так же, как и все участницы, дотягивается до желто-черного рельефа. Аккуратно сдваивается и берет зону. Если бы подготовщики поставили желто-черный рельеф чуть правее, то девчонки бы так не дотягивались и всем бы приходилось прыгать. Яня прыгает на предфинишную зацепку, подставляет колено так же, чтобы сильно не выворачивало плечо и легко принимает финишное положение. По результатам прохождения 3 трасс Яня Гарнбрет лидирует. 3 топа, 3 зоны, 4 попытки. Наталья Гроссман 2 место, 2 топа, 3 зоны, 7 попыток. Андреа Кюмен 3 место, пролезла 1 трассу с 1 попытки и взяла 2 зоны. Ариан Бертон 4 место, Футаба Ита 5 место и Сташа Гея 6 место. Ну а переходим к последней финальной женской трассе, 4-й. Футаба Ита на старте. Трасса очень зрелищная, с красивым прыжком. К сожалению, только 2 участницам удалось пролезть и взять зону на этой трассе. То есть те, кто брали зону, долазали до финиша. У остальных не получился прыжок. Вся проблема в том, как технически они совершали прыжок. Необходимо было сдвоиться на правом рельефе в тот момент, когда маятник уходил налево. Были и альтернативные варианты пролаза, но все девушки прыгали не в тот момент. И получается, всю инерцию сгашивали от своего раскачивания. Давайте попробуем разобрать на примере Футабы Ита и замедленного видео. Сейчас Футаба раскачивает правую ногу, она идет вперед, толкается от стенки, как можно дальше пытается увести правую ногу назад, но при этом таз идет вперед, а значит нет никакой инерции, кидает правую ногу вперед, но таз оставался на том же месте, поэтому инерции, по сути, это раскачивание никакой не дало и допрыгнуть не получилось. Андреа Кюмен совершает ту же самую ошибку, достаточно легко долазает до 2 синих зацепок, обжимая их руками, и после чего остается раскачаться, но как только она раскачивается, она напрягает спину, из-за этого недостаточно идет маятник, плюс таз не подкидывает во время движения. Видно, что спортсменка устала и, к сожалению, до зоны долезть не получается. Но последняя попытка была весьма хорошей и, к сожалению, не пролазит трасса. Следующая участница Сташа Гея. Как по мне, у нее оказался один из самых интересных вариантов на этих соревнованиях. Поначалу она пыталась прыгнуть с 2 рук, но я на самом деле не уверен, что таким вариантом вообще возможно допрыгнуть, потому что получается слишком далекое перебрасывание ног. После чего она ходит другой вариант, подцепиться носочком, также раскачивается, очень хорошая попытка, но, к сожалению, недостаточно расслабляет спину, чтобы маятник ушел назад, а когда расслабляет спину, руки недостаточно напрягает и ее скидывает зацепок. А на трассе выступает Ариан Бертон. Та же самая проблема, что и у предыдущих участниц. Пытается раскачаться, но при этом слишком сильно напрягает спину, из-за чего недостаточно сильный маятник получается вперед. Были хорошие попытки, но, к сожалению, времени не хватает. А вот Наталья Гроссман делает очень красивым вариантом. Предлагаю внимательно посмотреть на ее пролаз. Сдваивается на 2 руках, понимает, что зацепка не слишком хорошая, возвращает руку обратно, затем раскачивается и идеальный маятник. Это ее первая попытка, долазает до зоны. Так же, как и у Яни в полуфинале, ноги ушли влево, в этот момент сдвоилась, и как только ноги уходят маятником вправо, она подкидывает тело как можно выше, выпрыгивает и долетает до зоны, после чего долазает до финиша. Отлично пролаз от Натальи Гроссман, залезла с первой попытки. Яня Гарнбрет выходит на последнюю трассу, последняя участница. Посмотрим, какой у нее вариант будет. Приходит стандартное положение, 2 руки на 2 синих зацепках, раскачивается. Как только ноги достигают крайне левого положения, сдваивается и на маятнике вылетает на зону. Дальше без проблем зажимает активники, скручивается, чтобы легче взять второй активник. Колено в левую сторону, чтобы можно было нагрузить плечо. Поднимает левую ногу, чтобы загрузить финишную цепку. И финиш. Флэш. Поздравляем Яню Гарнбрет с победой на этих соревнованиях. 4 топа, 5 попыток. И то первую попытку потратила только из-за того, что неправильно приняла стартовое положение. Наталья Гроссман 2 место. 3 топа, 4 зоны. Андреа Кюмен 3 место, 1 топ, 2 зоны.
Ариан Бертон 4 место, 1 топ, 2 зоны. Футаба Ита 5 место, у нее получилось взять 2 зоны на первой и третьей трассе. И Сташа Ге 6 место с 1 зоной на второй трассе. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если вам понравилось, вы можете поддержать меня лайком, репостом и написать комментарий. Также, если вы хотите поддержать мой канал и выпуски на этом и меня, вы можете подписаться на мой Patreon канал, ссылка в описании. Пока!